Здравствуй, мой дорогой викинг. У нас сегодня с тобой очередная серия строительства. Очень многие ребята спрашивают меня в комментариях по поводу того, как сделать дом с подвалом. И, наконец-то, я нашел более-менее нормальное местечко с хорошим видом на относительно ровной площадке. Мне довелось это найти, в принципе, не так далеко от дома. К тому же тут два таких красивых дуба. Грех было прям не построить что-то красивое здесь. Я сегодня планирую ответить, в принципе, на очень много вопросов, которые мне задают в комментариях по поводу строительства, во-первых, на неровностях, по поводу строительства с подвалом, и заодно попытаемся сделать что-то на надземной части необычное, не совсем привычное тому, что сейчас показывают на ютубе, в плане того, что с большим количеством каких-то гнутых конструкций. Я думаю, что вам будет интересно. Ну что ж, погнали. Для начала нам придется выбрать здесь какое-то место для площадки. Я, в принципе, определился, что строить я буду приблизительно вот в том направлении, начиная отсюда. Если вы, ребят, решили строить подвал, обязательно копните. Оцените, насколько глубоко у вас геооснова находится. Потому что если вы играете без дополнительных модификаций, снимающих ограничения на возможность копать вглубь, вы, вероятнее всего, упретесь в какую-то основу, и она будет достаточно близко. В принципе, я думаю, что такого подвала, учитывая тот факт, что у нас еще и на возвышении идет рельеф, будет достаточно, потому что здесь будет вход в дом. Вам потребуется вырыть котлован. Сейчас мы, кстати, этим же и займемся с вами. Давайте равнять. Так, ну что, подвал я выкопал. Сейчас я выложу плиты и для начала определимся приблизительно хотя бы с размерами, которые у нас есть. Так, отлично. Тут у нас 6. И сейчас определим размеры, какие мы выкопали по длине. Здесь у нас сейчас получается с вами прямоугольник 6 на 7. Здорово. Соответственно, сейчас я начну выкладывать основания, и после этого будем делать с вами стены, которые будут уже формировать подвал. Так, основание у нас готово. Приступаем к выполнению стен. Для начала я рекомендую вам определиться с тем, какой именно высоты вы хотите подвал. Оптимальным было бы решением применять высоту хотя бы 3-4 клетки. 2 клетки не делайте, слишком низко будет на вас давить, потом вам не понравится, и вы, вероятнее всего, будете все это переделывать. Я заранее вас об этом предупреждаю. Так, 6 клеток у нас. Здесь будет вход в подвал. И сейчас будем делать еще один участок. Вот таким вот образом. Я хочу сделать себе высотой в 4 блока. Мне так кажется, что будет более комфортно.
Что ж, конструкция подвала у нас практически с вами готова. Осталось только сделать выход наружу, но делать мы его будем позже. Сейчас для начала выберемся с подвала. Для тех ребят, кто не знал, во время стройки особенно это актуально, когда вы строите по подвалу и у вас нет возможности уже выйти, как у меня, подходите к углу. Благодаря углу вы запросто будете выбираться. Только надо стамины поднакопить. В теории вы можете прям каменорез поставить поверху, здесь вполне нормально будет. Теперь по поводу перекрытия. Дело, конечно, ваше, каким образом его выполнять. Я считаю, что, конечно, лучше его выполнять в камне. Однако есть здесь вопрос. Вот лично мне не нравится, когда в таких помещениях, пусть даже они относительно маленькие, присутствуют какие-то столбы. Решить этот вопрос можно применением металлических деревянных конструкций. То есть сейчас я, конечно же, откопаю здесь, чтобы у нас был выход. Заодно покажу вам, как правильно это все делать, чтобы лишнего не выкапывать. Для выхода я все-таки вам рекомендую, ребят, когда вы будете делать, обязательно ставьте стены, ограждающие конструкции, да, то есть так будет точно проще. Дальше я пока переделывать не буду, потому что приходится убирать данные сундуки. Теперь маленькие тонкости перекрытия. Укладываем стартовые маяки. Так, каменорез, ты нам мешаешь. Ну а теперь, друзья, та самая хитрость. Пролет здесь не такой большой. Я специально выбрал пролет в 6 клеток, потому что он позволяет перекрываться вот этими балками. Для этого нам с тобой потребуется кузница. Сейчас мы ее сделаем. Теперь, когда кузница готова, мы сейчас сделаем палочное перекрытие вот тут вот под потолком. Немногие знают, что применение балочного перекрытия внутри каменной конструкции делает ее как бы усиленной. Это особенно сказывается по высоте, потому что, как вы знаете, наверняка высотность каменной конструкции небольшая, они быстро становятся красными. Однако, если мы сейчас сделаем балочное перекрытие вот таким вот образом, то ты сейчас удивишься, но ничего обрушаться не будет. Смотри. Ну вот и все, мой друг. Мы сделали без какой-либо опоры потолок. Осталось только повторить все то же самое. Увидимся уже, когда я это все сделаю. Ну что, конструкция подвала готова фактически. Пойдем покажу тебе, что внутри. Как видишь, у меня здесь балочное такое перекрытие сделано, оно служит опорой, локально уменьшая пролет, особенно это касается всех вот этих вот внутренних блоков, которые без этой конструкции бы просто обваливались. То есть, таким образом можно сделать, в принципе, достаточно большой пролет. В теории, учитывая подпорки, скажем, если сделать высотой не 4 блока, а 5 блоков, и наверху под потолком сделать, скажем, диагональные подпорки, можно сделать и 8 и даже 9 пролет по блокам здесь. И все это будет без единого столба. Поэтому пробуйте, не бойтесь, экспериментируйте. Я думаю, что у вас все получится. Так, у нас здесь с тобой сверху 6 блоков. И сейчас я планирую сделать достаточно необычную конструкцию, которая будет полностью из гнутых конструкций. Давай смотреть, как это будет получаться.
Сейчас, когда конструкция верхней части готова, мы с вами будем применять спадающую крышу аж к основанию и потащим это дальше. То есть я понимаю, что она, когда начнет спадать, будет существенно выше. Потащим аж прямо к дубу. В общем, сейчас все увидите. Будет, я думаю, что классно. Балки показывают здесь красными, к ним крепить уже, собственно говоря, нельзя, значит, для них потребуется дополнительное усиление. Сделаем небольшую конструкцию, которая позволит нам это сделать, например, как-то таким вот образом. Ну и сейчас, друзья, когда конструкция опоры готова и эта балка, в принципе, вот она, вот видите, она достаточно сильно нагружена, но все еще будет держать, поэтому поехали дальше, спускать ее вниз. На этом промежуточном этапе я рекомендую начинать стойки, потому что дальше мы, к сожалению, без промежуточной опоры дальше сдвинуться не сможем, поэтому ставьте стойки и будем двигаться дальше. После того, как мы сделали две крайние стойки, чтобы не расходовать внутреннее пространство, и оно было максимально как бы полезным, да, эксплуатируемым, сейчас будем делать с вами протяжку из тех самых очень-очень крепких балок. Так, мы чуть-чуть не дотянули, да? Балка достаточно сильно испытывает большую нагрузку, она по-прежнему красная. Однако для того, чтобы ее разгрузить, нам придется здесь сделать еще одну небольшую опору. Я думаю, что по планировке ориентировочно здесь и здесь мы можем поставить себе, позволить стойку. Давайте сделаем это. Так, ну что, балку мы разгрузили. Я думаю, что где-нибудь вот в этих вот местах, в принципе, по планировке можно устанавливать два разных станка, да, то есть в одну часть можно втолкнуть верстак, в другую кузницу, а апгрейды к ним расположить где-то в этой области. Думаю, что все должно уместиться. В любом случае, если что, можно использовать еще и вот эти вот участки для апгрейдов. Сейчас я думаю, что самым оптимальным было бы решением спускаться потихонечку вниз, надстраивая входную группу. Входная группа для этого дома будет находиться в этом же самом месте, просто заход в нее будет немножко по-другому. Поставим, давайте, несколько стоек. Прошу вас обратить внимание на баг отображения. Здесь чисто даже теоретически не может быть красным балка, просто хотя бы с той точки зрения, что она у меня одним концом оперта на одну часть, другим на другую часть. Поэтому, друзья, особенно это касается вот этих вот конструкций, они, держу вас в курсе, они отображаются некорректно. Поэтому пугаться не стоит, у них огромный пролет, деревянный стол из вот этого вот материала может устоять на отметке 24 единицы от геоосновы, поэтому если у вас даже таким образом, не пугайтесь, все будет держаться.
Ну что, дождь, который шел несколько дней, в принципе, закончился. Надо будет сейчас еще починить те самые балки, которые наверху, из-за того, что они изнашиваются во время дождя. Я сейчас начал делать декор, именно и балочный декор, как будто, знаете, наше дерево, наш дом будет как дерево корнями уходить в землю. И я сейчас его по всему периметру этот декор сделаю. Давайте возьмем дерево и начнем. Ну что, вот в принципе я и закончил конструкцию, которую хотел. За эти балки можно не переживать, гнить они не будут. У нас с вами в игре гниют только горизонтальные конструкции. Все виды вертикальных конструкций и наклонные конструкции гниению не подлежат. Поэтому, друзья, без всяких проблем, пускай снаружи как хочет. Тут поливает их дождь, не проблема. Что ж, давайте приступать после того, как у нас готов каркас к облицовке. Сейчас покажу вам, как можно облицевать подобный дом. После того, как мы с вами облицевали конструкцию первого этажа, более-менее надо бы сделать опоры для балочного перекрытия. Соответственно, давайте приступать. Конструкция под балочное перекрытие в принципе готова. Осталось дело за малым. Надо сейчас сделать перекрытие в том месте, где он будет. Домик у нас с вами небольшой. В принципе, для абсолютного большинства этого будет достаточно, учитывая, что вам по сути-то потребуется только лишь поставить
какую-то сделать зону складирования, сделать очаг, сделать ну, не очень большие какие-то такие самые предметы самой большой необходимости. Вот в эти вот места, в принципе, целесообразно использовать как зону складирования, как вариант, да, то есть, чтобы у вас понимание было, можно запросто поставить сюда какой-нибудь сундук. Я это в последующем уже, когда будет дом готов и буду отделку делать, обязательно вам покажу, как можно использовать грамотно в подобном решении пространство. Я думаю, что пока у нас с вами ясная погода, целесообразнее было бы сделать сейчас покрытие кровли. Сейчас я заберусь на кровлю, и мы продолжим. Ну и финальным штрихом, по сути, является засаживание всего того, что мы здесь с вами наворотили травой, чтобы все это смотрелось красиво. Постарайтесь выровнять все края, чтобы чуть-чуть было более естественно смотрелся рельеф.
Ну что, вот, друзья, вот наша конструкция с дома достаточно произвольной формы и готова. Получилось, как мне кажется, неплохо. Достаточно сложная кровля здесь. Но при всем этом все работает, все качественно. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас пойдем вовнутрь. Я покажу вам, что это в принципе самое что ни есть обычный дом. В нем абсолютно такой же функционал, как и в любой другой базе. Так, для начала я покажу вам подвал. Подвал чисто имеет абсолютно свободную планировку, никаких конструкций. Все благодаря этим самым балкам, которые позволяют держаться потолку. В общем, поставил здесь несколько бродильных бочек, зону складирования также можно сделать в несколько рядов в том числе. Можно в принципе сделать зону складирования. В общем, каждый во что гораст. Также, друзья, хотел бы отметить одну такую важную вещь. Если вы собираетесь в подвале заниматься плавкой, то вам потребуется не 4, а 5 или 6 блоков для того, чтобы, я имею в виду по высоте единиц, чтобы уместилось у вас все, что нужно для плавки. Так что имейте в виду, если будете заниматься плавкой, надо подвал делать чуточку выше, как минимум на 1 или 2 клетки. Побежали вовнутрь, заходим сюда. Как видите, здесь полноценно, в принципе, все сделано. Зона складирования есть грейженные станки. Я специально поставил апгрейды, чтобы вы поглядели, что все умещается, в принципе, да. То есть, вот кузница 6 уровня, верстак 5 уровня, да. То есть, вот зона складирования также есть. Есть у нас с вами здесь очаг. Очаг уходит у нас вон в тот дымоход. Здесь сделал наверху свободную планировку, не стал делать никаких перекрытий. В принципе, здесь этот участок никаким образом эксплуатироваться не будет. Ну и плюс ко всему прочему, второй свет, мне кажется, выглядит чуть получше. Как вам? Отпишите в комментариях. Мне интересно знать, нравятся ли вам дома вот такого формата со вторым светом. Для меня это важно. Ну и дальше поднимаемся наверх. Здесь, в принципе, все очень просто. Здесь кровать. Тем не менее, несмотря на то, что пока что на данном этапе не хватает каких-то тут декоров и прочего, это, сами понимаете, можно добавить. Здесь смысл именно показать вам архитектуру сложной конструкции. Что, друзья, конструкцию дома, в принципе, я показал, как делать. Надеюсь, для вас было понятным и полезным данное видео, особенно что касается работы с гнутыми конструкциями. Очень много в этом всем нюансов, но я думаю, что и при должном подходе, достаточно ответственном, у вас не возникнет проблем. Я благодарю вас за сегодняшний просмотр, спасибо большое, что были со мной, спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну и традиционно, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а я, как всегда, с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.